И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 3 марта, очередная сводка событий на фронтах. И подходим сразу к делу. Южное направление. Пока по Вознесенску никакой новой информации нет. Есть много видеопередвижений российской техники. Командование ВСУ очень серьезно относится к этой угрозе и бросает для ее локализации все, что только можно. Но куда продвинулись российские войска, пока непонятно. Очень надеюсь, что у меня будет новая информация. Также же примерно во второй половине дня сегодня, примерно в 15 часов по Москве, российская авиация начала обрабатывать побережье в районе Одессы. Пока непонятно, куда может быть высажен десант, потому что далеко не факт, что он может быть высажен туда, куда наносятся бомбовые удары. Может, это отвлекающий маневр. Но бомбовые удары наносились в район Затоки. Очень важный район, потому что если будет здесь высажен успешно российский десант, таким образом сразу весь юг Одесской области отрезается от большой земли. Ну и я тоже надеюсь, что к ночи уже информация о десанте, то есть высажен он был, и если был высажен, то где, будет уже известно. Итак, с южным направлением пока все. Мариуполь пока ничего нового, и российские силы ДНР продвигаются медленно в центру города, но сегодня ожидать окончания боев точно нельзя, далеко не факт, что они будут закончены и завтра. Очень интересная ситуация складывается в районе Северодонецк, Краматорск, Славянск. Пошли сообщения о том, что российские войска вышли к Красному Лиману, теперь этот город называется просто Лиман. И значительная часть сил сегодня из Краматорска выведена была в этом направлении, то есть идет растягивание сил вот этого укрепленного района. А еще постепенно идет его охватывание, и уже эта маленькая группировка в районе Северодонецка, Краматорска, Славянска находится в полуокружении. Также сегодня примерно в районе полудня пришло сообщение о том, что жители Первомайского предупредили о подходе российской военной колонии. Не знаю, чем там сегодня все закончилось. Мне это сообщение пришло примерно в 13:00 по Москве, что российские войска подошли вот к этому населенному пункту. То есть темпы наступления довольно высокие. И если ничего принципиально не изменится, уже завтра-послезавтра эта колонна может перерезать трассу Красноград-Харьков. Одну из последних линий коммуникаций, которые связывают сегодня Харьков и остальную Украину. Бои в Харькове продолжаются, пока результаты непонятны. Я думаю, что результаты, скорее всего, будут известны только к утру. По Киеву идут бои местного значения, никаких серьезных наступательных операций пока не видно. Пока здесь никаких продвижений не замечено. Но подчеркиваю, эта информация обычно запаздывает на много часов. То есть то, что я сейчас сказал, это всего лишь итог первой половины дня. Во второй половине дня может что-то и произойти. А еще приходит все больше и больше сообщений о том, что готовится еще одна группировка в районе Бреста, на которую украинское командование обращает внимание все больше и больше. И эта группировка уже сковывает на себя довольно значительные силы ВСУ. И здесь я хотел бы обратить внимание на очень интересный момент. Основная задумка российского командования была растянуть украинские войска. Посмотрите, каким широким фронтом сегодня украинские войска вынуждены обороняться. Давайте сюда еще включим побережье Одесской области, которое та же 28-я бригада должна оборонять. А это пара сотен километров. Причем россияне могут высадиться где угодно. То есть они выбирают и место, и время высадки. А вот украинские войска должны ждать ее в любое время и в любом месте. А еще в такой маневровой войне, когда по сути линии фронта и нет, ну обратите внимание, что на вот эту вот линию фронта с обоих сторон участвуют всего 200 тысяч человек с каждой из сторон. То есть группировки одна и другая суммарно менее полумиллиона человек. Фронт примерно до 3000 километров. И здесь в выигрышную ситуацию попадает тот, кто имеет инициативу. А инициативу здесь имеет именно российская сторона, более мобильная, более технически оснащенная. И это позволяет наносить ей удары там, где она хочет, соответственно концентрируя против украинских вооруженных сил преобладающую численность на направлении главного удара. В том числе и этим обусловлено то, что сегодня творится на фронтах Украины. То есть Украина очевидно не может защищать всю территорию, именно по этой причине продвижение российской армии такое стремительное. Вот так примерно на сегодняшний момент выглядит ситуация на фронтах примерно на 17:00 по Москве. И в конце я хотел бы обратить внимание на очень важную, я считаю, новость. Российские войска, российские власти начали оказывать гуманитарную помощь населению, которая оказалась под их контролем. На сегодняшний момент гуманитарная акция стартовала для жителей Сумской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей. Гуманитарные конвои уже пришли в Херсон, в Мелитополь, в северную часть Харьковской области и в северную часть Сумской области. Я так понимаю, не за горами и Черниговская область, потому что в Черниговской области также постепенно назревает гуманитарная катастрофа. И очень похоже, что российские власти тоже очень серьезно этим обеспокоены. В отличие от киевских властей, которым, как мне кажется, абсолютно наплевать на свое собственное население. Никто не занимается сегодня обеспечением гуманитарного коридора. Никто, обратите внимание, не занимается вопросом гуманитарных поставок из-за рубежа. Всех интересует, сколько оружия с Запада придет на Украину.
И это очень примечательный момент. Казалось бы, мощь Запада, Европы, соберите и окажите Украине гуманитарную помощь. Нет, гуманитарную помощь они оказывать не хотят. Они хотят оказывать только помощь оружием. Воюйте до последнего украинца за интересы Запада. Ну, собственно, то, чем Украина занималась все последние годы. И из-за чего она, собственно, и очутилась в нынешней ситуации. Вот это примерно то, что я хотел сказать в данном выпуске. Сегодня еще планируется последний ночной выпуск. Не знаю, когда он выйдет. Ну, я думаю, примерно где-то в районе 23:00 по Москве. Все, на этом пока все. До свидания. Ну и ждите следующего выпуска.